Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поделиться с вами рецептом классического бисквита. Я пользуюсь этим рецептом уже много лет, и еще никогда он меня не подводил. Этот бисквит я использовала как раз в последнем видео, когда мы делали трайфлы или тортики в стаканчиках. Самое важное здесь в этом бисквите – это хорошо взбить яйца. Требуется минимум продуктов, те продукты, какие есть у каждой хозяйки на кухне. Для бисквита нам понадобится яйца комнатной температуры 6 штук, мука 130 грамм, 50 грамм крахмала и 160 грамм сахара. Сначала мы муку смешиваем с крахмалом, просто хорошо перемешать и пока отставляем в сторону. Яйца ставим взбиваться. Взбиваем сначала на средней скорости, примерно одну минуту. И затем всыпаем постепенно сахар. Понемногу всыпаем в 3-4 раза, в 3-4 захода всыпаем весь сахар. Скорость можно немножко увеличить. После того, как всыпали весь сахар, включаем миксер на полную мощность и взбиваем примерно минут 10 минимум, 10-15 минут. Если у вас более слабый миксер, тогда нужно взбивать еще дольше, если ручной, например, миксер. После 15 минут взбивания у нас получается вот такая яично-сахарная масса. Должна быть очень пышная, хорошо держать форму, крепкая пышная масса. И теперь в 2-3 захода просеиваем муку с крахмалом. Я перемешиваю сначала венчиком, хорошо с круговыми движениями, снизу вверх. Так как здесь муки немного, небольшое количество, поэтому в 2 захода достаточно. Еще раз хорошо перемешиваем венчиком и затем домешиваем лопаткой. Делать это надо аккуратно, чтобы не осадить нашу бисквитную массу. Лопаткой надо все проконтролировать еще раз. С самого низу, видите, внизу немножко остается муки, поэтому нужно еще раз все хорошо промешать. Но сильно долго вымешивать не нужно. Я буду выпекать бисквит в форме 22 сантиметра. У меня разъемная форма 22 сантиметра. Так как мне сегодня не нужен очень высокий бисквит, этот бисквит нам нужен был для стаканчиков, для трайфлов наших. А если вы хотите, чтобы бисквит был еще более высокий на сантиметр, то можете взять форму 20 сантиметров, 21. На противень постелили пергаментную бумагу, поставили разъемное кольцо и выкладываем весь наш бисквит. Нужно разровнять. Отправляем бисквит в духовку на 180 градусов, примерно 35-40 минут. Если вам нужен маленький торт, вы можете взять 2 формы по 18 сантиметров, и тогда у вас получится 4 хороших коржа. Вот мы получили такой красивый ровненький бисквит с ровными боками. Немножко его нужно остудить. Он у нас получился 7 сантиметров высотой. Перекладываем его на решетку до полного остывания. Никогда не бывает шапочки, он получается ровный, красивый и очень вкусный. Этот бисквит обязательно требует пропитки. Если вы будете делать торт с такого бисквита, тогда обязательно нужно его пропитывать либо сиропом, или просто молоком. Этому бисквиту обязательно нужно отлежаться в холодильнике, желательно даже на ночь. Я обычно пеку вечером и на следующий день утром собираю торт. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник. Это нужно сделать обязательно для того, чтобы наш бисквит хорошо резался и не сильно крошился. И чтобы влага распределилась хорошо в бисквите. Вот такой простой бисквит мы сегодня приготовили. Буду очень рада, если будете пользоваться, кто-то попробует этот рецепт. Если вам понравится, и если есть какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях, я обязательно на все вопросы отвечу.
Ну все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока-пока.